Привет, друзья! Сегодня отличный рецепт. Это тертый пирог с творогом. Хрустящая корочка, много сочной начинки. Кто же не любит такую вкусноту? В миску просеяла 200 грамм муки. Добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Хорошо перемешиваю вилочкой. Далее беру кусочек сливочного масла 70 грамм, обваливаю его в муке и натираю на крупной терке. Перетираю все немного руками. Добавляю 50 грамм сахара, 1 яйцо взбиваю вилкой и также добавляю сюда. Добавляю немного соли, 20 мл жирных сливок, их можно заменить молоком. Тесто сильно перемешивать не нужно, просто собираю его в шарик, хорошо приминаю и убираю в морозильную камеру на 1 час, чтобы тесто потом хорошо натиралось на терке. Прошел час, пора заняться начинкой. У меня 300 грамм творога. Добавляю 50 грамм сахара, немного присолю и добавляю 40 мл сливок. Если нет сливок, добавляем просто жирное молоко. Все хорошо перемешиваем. Достаю тесто из морозильной камеры и делю его на 2 части. 1 часть беру, натираю на крупной терке на дно формы диаметром 20 см. Затем хорошо распределяю вилкой по дну формы, чтобы все было равномерно. Высыпаю сверху творог и распределяю его по тесту. Бока формы для выпекания нужно обязательно не забыть смазать маслом. Второй кусок замороженного теста натираю также на крупной терке прямо на творог. Также хорошо распределяю тесто поверх творога и отправляю выпекать в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. Ну вот и результат. Посмотрите, пирог просто красавчик. После того, как пирог остыл, снимаю форму и перекладываю его на блюдо. По желанию можно украсить сахарной пудрой. Теперь посмотрим, какой пирог получился внутри. Какое объедение! Хрустящая корочка, сочная начинка, мягкое хорошее тесто. Просто прелесть! Все вышло просто прекрасно. Надеюсь, что вы тоже захотите сделать такой вкусный пирог. Ну вот и все, друзья, это то, что я вам хотела показать сегодня. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Жду ваших отзывов в комментариях. Всем приятного аппетита и до следующих вкусных рецептов. С вами была Оксана. Пока-пока.